Друзья, вот сзади меня Android TV, и вы видите каналы, вот видите, которые проигрываются прямо в вашей строке, вернее в одном из каналов приложения, плюс еще и в избранном телеканале есть. Поэтому как это настроить, вы давно спрашивали, будем разбираться в этом обзоре на канале Технозон. Поехали! Смотрите, мы сейчас на Android TV платформе. В избранном есть каналы. Если я нажму, то эти каналы будут воспроизводиться сразу же. Вот, пожалуйста, они идут, все нормально. Можем выйти обратно в меню. И очень классная фича в том плане, что это интеграция в сам по себе интерфейс Android TV с помощью Live Channels и TV ERL. Вот такое вот приложение, которое мы уже когда-то разбирали на нашем YouTube канале. Слушайте, ну мы переходим к настройке. Ссылочка на этот самый TV ERL в описании под видео, а также в описании под видео топ-5 ТВ-боксов в разных ценовых категориях. Ну и, конечно же, подпишитесь и нажмите колокольчик, потому что вы пропустите дальнейшие такие очень полезные и крутые видосы. А также примите участие в акции, в розыгрыше ценных призов, подарков. И ссылочка на условия все там же внизу в описании под видео. Ну, короче, ребят, реализуется это все очень просто с помощью приложения TV ERL и Live Channels. Изначально я это делаю на Микулка M2. Вам необходимо такое вот приложение Live Channels и TV ERL. Давайте я их удалю и проделаю этот путь с самого начала. Дело в том, что зачастую Live Channels установлен, но бывает такое, что его в ТВ-боксах просто-напросто нет. Давайте удаляем TV ERL. Удалить, все вроде бы нормально. Само собой, из избранного у нас тоже все пропало. Видите, у нас сейчас нет в каналах телеканалов, поэтому есть как есть. Для начала идем с вами в Play Market. Ну, можно из раздела приложений, загружаем наш Play Market. И нам необходимо именно найти для начала Live Channels. Устанавливаем Live Channel, установить. Если его у вас нет, если есть, обновите, а если есть вообще обновленный, то ничего, само собой, здесь не нужно делать. И, конечно же, нам понадобится программа, которая здесь же вывалится, TV ERL IPTV для Android TV. А вообще это можно реализовать через несколько путей, но дело в том, что Live Channels позволяет нам реализовать и потоковое воспроизведение в самом канале последних каналов и немножко других фишек. Выходим. Два приложения у нас есть для реализации этого всего действия. Конечно же, вам понадобится плейлист и понадобится EPG. Плейлист, где взять, вы можете зайти в наш телеграм-чат и спросить про плейлисты, какие кто использует. Возможно, ребята вам подскажут, где и что брать. И те же самые EPG вы тоже сможете найти в Google. YouTube-канал Технозон не пропагандирует, скажем так, или не призывает использовать пиратские плейлисты, поэтому здесь вы их не найдете. Используйте свой плейлист. Идем в приложение Live Channels. Здесь, конечно же, разрешаем приложению Live Channel доступы все, которые он попросит. И пропускаем вот эту вот стартовую заставочку. Нажимаем «Начать». Здесь у нас появилась, ну давайте, во-первых, вот, здесь у нас появилась TV ERL. Нажимаем TV ERL. Тут у нас, видите, есть каталог проверенных интернет-провайдеров и их сервисов. Ну, тут, в принципе, регионально. Беларусь, Крым, Россия и Украина. Ну, есть мой Триолан, допустим. Я мог бы использовать Триолан. Вы можете использовать свой плейлист. Нажимаем свой плейлист. Вы можете указать адрес плейлиста, либо выбрать локальный плейлист. Разрешаем доступ. У меня плейлист сохранен в download. Выбираю плейлист M3U, нажимаю «Далее». Я советую, конечно же, использовать через ссылку, потому что через ссылку легче использовать это все действие. И обновлять в том числе. Добавить новый ресурс телегида. То есть вы здесь можете добавить либо адрес EPG ввести, где взять адрес EPG, вы можете это все дело вбить в Google, спросить, какой EPG вы используете, какой EPG используется для вашего интернет, вернее, для вашего IPTV провайдера. Либо выбрать файл с телепрограммы, они тоже могут быть в виде файлов. Я указал файл, в принципе, вы можете использовать именно конкретно адрес. Сохраняем. Также здесь есть некоторые тонкие настройки, типа группы. У меня здесь по группам все разбито. Вы можете отключить все, либо, допустим, отсортировать те, которые вам необходимы. То есть вы можете, допустим, спорт, создать свои, именно использовать свои
группы, которые вам предлагает TVRL, добавим это в спорт, допустим, детские, вы добавите в образование, можете сделать для всей семьи, ну, в принципе, удобная фича, на самом деле очень удобная. Ну и, конечно же, логотипы, вы можете устанавливать логотипы для каналов, предпочитать логотипы из телегида, я выберу из телегида, и использовать логотип канала, потому что у меня в телегиде содержатся каналы. Все, нажимаем «Установить». Теперь у нас происходит поиск каналов и, конечно же, загрузка EPG, логотипов и всего остального. Пошло искать логотипы. Это достаточно долгий процесс, поэтому немножечко придется подождать. Все, плейлист успешно обновлен, программы все обновлены. И здесь вот автоматическое обновление у нас доступно только при подписке плюс. Но при этом без подписки вы сможете спокойненько работать с этим самым плейлистом. Тут уже вам решать, платить, не платить. Но бесплатного функционала вполне хватает. Нажимаем «Готово». Мы видим, что у нас TVRL 2358 каналов, 2358, и он, в принципе, уже работает. Давайте проверим и будем настраивать дальше. Запускаем теперь Live Channels. Именно через Live Channels у нас будет идти трансляция каналов. Вот при первом запуске он вам расскажет, что ему необходимо делать. Нажмите кнопку «Выбрать в меню телевизора», и у нас пошли уже, в принципе, каналы. Мы видим, все у нас работает. Идем в настроечки, посмотрим, что у нас есть в настроечках. Здесь мы можем с вами задать масштабирование видео, то есть вы будете, можно поставить вписывать, это когда, допустим, есть 4:3 видео, оно будет вписывать, либо растянуть до заполнения. Вот есть некоторые люди, которые ненавидят черные полосы. Здесь он это умеет делать. В самом управлении, мы можем вернуться и увидеть то же самое, что и, скажем так, при первоначальной настройке. Но здесь мы можем с вами зайти в настройки. Есть проигрыватель, где мы можем с вами задать размер буфера, маленький, обычно увеличенный, огромный, если, допустим, некоторые каналы ваши тормозят. Вы можете использовать UDP прокси для того, чтобы проигрывать UDP и RTP потоки через HTTP прокси. Также есть у нас экспертные настройки с декодерами, с возможностью у нас поддержки нескольких дорожек из MPEG. Короче, ребят, тонкие настройки нас сейчас не волнуют. Они здесь есть, вы можете туда полезть, настроить, особо ничего сложного нет. Нас волнует именно вариант с этими самыми каналами. Дело в том, что само по себе приложение TVRL, оно создает свой собственный канал. Вот, пожалуйста. Мы его можем переместить сразу вверх. Он нам понадобится вверху, поверьте. Давайте в самый верх. И здесь мы видим недавно проигранный канал. Вот он, пожалуйста, если мы наводимся, он будет проигрываться автоматически. Здесь недавно проигранный. Чтобы каналы сюда попадали недавно проигранные, необходимо, чтобы этот канал проиграл около секунд 30 до минуты. Тогда он появляется именно там в канале. Хотя должен по правилам не менее 10 секунд проиграться, 10-15 он должен появляться в самом канале. Но, как показывает практика, не всегда это почему-то срабатывает. Возможно, недоработка самих создателей этого приложения TVRL. То, что здесь работает хорошо IPTV, это понятное дело. Слушайте, давайте, пускай у нас вести немножко проиграются, мы добавим этот канал, чтобы он появился у нас в TVRL. И заключительный у нас момент будет именно уже в том канале, который создал этот самый TVRL. Выходим в главное меню, он немножко проигрался, и мы видим, что у нас здесь 3 канала есть сейчас. Что я вам скажу? Если канал не появился, опускаемся вниз в настроить каналы и можем включить его принудительно. Вот он, TVRL, здесь есть недавнее. Это все, что нам необходимо. Чтобы создать свой канал с избранными каналами, именно вот свою полоску, заходим на любой канал, зажимаем и нажимаем «Добавить в избранное». У вас появляется вверху полоса избранного, где не проигрывается, допустим, в режиме реального времени, но вы можете сюда закидывать те каналы, которые есть в этом самом внизу в канале самого TVRL. Канал, у нас много каналов, но дело в том, что здесь телеканалы, а тут каналы Android TV. Давайте зайдем в TVRL, добавим еще какой-нибудь канальчик, именно телевизионный сейчас. Так. Главные новости, без названия. Здравствуйте, я ваша тетя идет какая-то. Киномикс. Давайте подождем, чтобы он появился. Это телеканал «Родное кино». Чтобы он появился в канале и TVRL. Что, я думаю, достаточно. Давайте выходим. Да, появился канал «Родное кино».
и добавляем его в избранное. Вот таким вот образом мы с вами формируем перечень каналов. Это очень удобно для пожилых людей, для тех, кто смотрит, например, какие-то определенные каналы. Вы себе в избранном сформировали десяточек каналов, самых любимых, и смотрите, пожалуйста. А здесь в последних вы можете переключать и смотреть, что там происходит на этих каналах, которые вы просматривали. Потому что здесь появляются не все. Если вы просто пролистнули канал, он здесь не появится. То есть это важно понимать. Давайте еще какой-нибудь для примера добавим. О, мужское кино. Вообще, я вам скажу так, очень много различных способов существует. Пишите, какие IPTV-плеера еще поддерживают создание своих каналов с недавними, чтобы можно было нормально добавлять в избранное. И мы обязательно это все дело рассмотрим, кто какими способами пользуется. Но мы вам даем универсальный способ для всех Android TV устройств без исключения. Тут как бы вот можете использовать, удобненько. Давайте выходим. Появился? Появился. Мужское кино. Добавляем его тоже в избранное. Все. Вот у нас уже в избранном есть 4 канала, которые мы постоянно смотрим. Это удобненько. На данном этапе мы с вами уже можем заканчивать данный обзор, потому что мы с вами сделали все, что мы хотели. И в целом мы рекомендуем данный способ. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Ссылочки на эти приложения в описании под видео. Правда, на Play Market. Никак иначе. Ну и, конечно же, с вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.